Всем привет, меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем мочалку из джута. Для вязания нам понадобится джут и крючок. Вязать я буду крючком 4 миллиметра. Мой джут примерно 90 метров в 100 граммах. 90, может быть 95, примерно так. Итак, набираем цепочку из воздушных петель. Важный момент. Таким узором, которым я буду сейчас вязать, нам нужно начальную цепочку набрать слабее, не по крючку. То есть вот петельки я вытягиваю достаточно большими. Вот таким образом вытягиваем петельки, чтобы они не были плотными. То есть мы не вяжем плотно цепочку из воздушных петель. Если сложно создавать вот такие вот петельки тоненьким крючком, возьмите крючок просто побольше. Я набрала цепочку из воздушных петель, примерно у меня 45-46 сантиметров. Вставляем крючок во вторую воздушную петлю от крючка, вот это первая, вот во вторую вставляем в центр и вяжем обычные столбики с накидом в центр следующей петли и столбик с накидом. Весь ряд мы вяжем столбиками с накидом в центр и провязываем столбиками с накидом. Я не вяжу слишком плотно, достаточно свободно вяжу крючком 4 миллиметра. Если хотите очень плотную мочалку, вяжите поплотнее, можно даже взять крючок потоньше. Цепочку до конца практически довязана. Самую первую воздушную петельку я тоже провязываю столбик без накида. И вот эту вот первую петлю, которую мы сейчас провязали, мы ее хорошо затягиваем. Далее делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и начинаем вязать второй ряд. Пропускаем первый столбик, откуда у нас выходит воздушная петля. Вот этот столбик мы пропускаем во второй. Вот первый пропускаем во второй. За дальнюю полупетлю, вот она у нас идет косичкой. Вот она. Сейчас ее выделю. На джуте плохо видно вот эти вот косички. Вот она из двух половинок состоит. Мы вставляем крючок, получается, в центр косички, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Следующий точно так же. И следующий точно так же. Из ряда в ряд мы будем одинаково вязать полностью мочалку. Вот таким узором. Она получается ребристая. За счет этого у нее хороший массажный эффект. И до конца ряда мы провязываем вот так. Узор уже вырисовывается. Дохожу до конца ряда. У меня осталось 3 столбика. Довязываю его. И последний столбик. Крайний. Его тоже провязываем. Вот этот вот лишний мусор, который попадается в джуте, то его желательно убирать, особенно если он жесткий. Петля подъема, то есть мы поднимаемся уже на третий ряд. Первый столбик мы пропускаем, во второй пропустили, во второй также за заднюю вот эту полупетлю, полукосичку мы провязываем столбики без накидов, тоже до конца ряда. Вот и весь узор. И таким узором вяжем полностью на необходимую ширину мочалки. Вот такой ребристый узор получается. Вот он. Он двусторонний. Таким узором мы вяжем на необходимую ширину мочалки. Вы ее регулируете уже самостоятельно. Примерно это где-то 12 сантиметров. Все, я свою мочалку довязала. Ширину она у меня получилась примерно 11,5-12 сантиметров. Длина мочалки получилась примерно 43 сантиметра. И
Мочалку обвязывать я не буду. Можно вот этот вот ребристый край немножечко обвязать, чтобы он, возможно, меньше растягивался. Я не буду этого делать. Сейчас мы просто сделаем ручку с одной стороны и ручку с другой стороны. И все, наша мочалка будет готова. Итак, как мы делаем ручку? Здесь ничего сложного нет. Я подтягиваю ниточку хорошо вот ближе к крючку. И мы набираем просто цепочку из воздушных петель. Чтобы ручка была такая, мне кажется, поплотнее нам нужна. Необходимое количество петель, чтобы сделать ручки с одной и с другой стороны. Вот. Набираем цепочку, и мы присоединим эту цепочку вот к этому краю. Я набрала цепочку из воздушных петель. Сейчас у меня эта цепочка длиной 30 сантиметров. Если вам нужны другие размеры, например, ручки, вы можете набрать меньшее количество петель, либо больше. Я расправляю петельки, так, чтобы они нигде не перекрутились. И мы присоединяемся к другому концу мочалки. Итак, цепочка из воздушных петель расправлена, и нам нужно ее присоединить к другому уголку. Вот в данном случае у меня отсюда выходит кончик. Удобное место, подсоединяемся соединительной петлей. Так, делаем закрепительный узел, еще одну петлю провязали. Смотрите, если хотите, чтобы ручка была вот такая тоненькая, можно ее оставить так. Если хотите, чтобы ручка была толще, то можно провязать еще один ряд столбиков без накида, то есть вот в эту цепочку из воздушных петель, которую мы только что присоединили к мочалке, к самой. То есть вы вставляете крючок в центр петель и провязываете один ряд столбиками без накида. То есть ручка она получится поплотнее, пошире, вот таким образом. Вот так ручка получается. И в этом месте вот этим кончиком можно еще крючком помочь закрепить ручку. То есть вот она будет такая жесткая. Я вяжу эту мочалку для себя. Мне не нужна такая толстая ручка, поэтому я вытягиваю джутовую ниточку подлиннее. Отрезаем нить. И вот эту нить еще мы закрепляем по ходу наших столбиков. Все, вот эти кончики можно между собой даже связать и спрятать в столбиках наших. Закрепить нужно хорошо, чтобы у нас нигде ничего не распустилось. И вот в столбике между петель мы эти хвостики спрячем. Ну и, соответственно, то, что не спрячем, мы отрезаем. Все здесь хорошо закрепила узлы. Можно это уже лишнее отрезать. И кончик, который у нас от начала вязания, мы также его закрепим узлом еще одним для надежности. И также прячем в вязании. Где хотите, где больше нравится. Я спрячу прямо здесь же, куда я прятала первый хвостик. Лишнее отрезаем. Вот такая ручка получилась. С этой стороны мы присоединяем нить от клубка. Хвостик немножечко подлиннее оставляем. Находим самый край, самый угол. Подхватываем нить рабочую. И также набираем цепочку из воздушных петель. Это место также мы потом закрепим и набираем
воздушные петли. То есть мы вяжем точно такую же ручку. Вот и готова наша мочалка. Вот так она выглядит. Она отлично подходит для сухого массажа, также для мытья в душе, в бане. Отличный вариант. Такие ручки у нее получились. То есть, если вы хотите ее обвязать, можно пройтись, например, соединительными столбиками. Ну и также ручку сделать потолще на ваше усмотрение. В первые разы использования джутовой мочалки она плохо намыливается, она плохо вспенивает мыло. Это особенность натурального материала, но через несколько использований, то есть при регулярном использовании, например, 1 раз в неделю, часто эту мочалку использовать тоже не рекомендуется, поэтому на это обратите внимание. Перед первым использованием необходимо мочалку из джута замочить в кипятке и подержать примерно 30 минут. Можно чуть-чуть подольше и, естественно, ее прополоскать. И можно даже простирать с мылом. Мочалку из джута необходимо просушивать очень хорошо. Можно ее сушить и на батарее. Если это видео вам понравилось и было полезно, не забывайте ставить лайки на мои видео и подписываться на мой канал. До встречи в новых видео. Пока!